То есть вы считаете, как бы вот нормальный человек, который там добровольно пошел, грубо говоря. Вот смотри, вот сейчас ко мне приедут ребята там в ближайшее время, они сейчас находятся в госпитале, и с ними работают наши особисты. Наших там пытают. Согласны? Вы положили трубку? Марат, вы добровольно сюда пришли? Побеседовать со мной? Да. Вас кто-то заставлял? Нет. Почему вы отвечаете так, как надо мне, а не так, как надо ему? И мы узнаем, говорит ли он правду или нет. И у вас сейчас вот та вот ситуация такая двойная, потому что... Марат. Слушай, ну вот этот цирк зачем устроить? Зачем вообще этого парня, пацана, посадили сюда? А потому что... Опять какие-то провокации, для чего? И примите, вы можете молчать, можете... Хотите сами провести беседу? Просто мне сказали не разговаривать, поэтому быть осторожным. Вы меня тоже поймите, пожалуйста. Идите, умирайте. Слова Марата. Здравствуйте. Да, привет. Представьтесь, пожалуйста, у нас такая будет беседа очень интересная. С вами хочет поговорить, я так думаю, сотрудник ФСБ. И ваши фашисты сбросили туда фугас. И 300 человек сразу, детей. Сейчас, 2 секундочки, Нет. можно? Добрый день. Здравствуйте. Как у вас дела? Все хорошо. Попрошу вас говорить громче, потому что вас будет плохо слышно. А меня громко. И будет у всех ФСБшников создаваться впечатление, что я на вас кричу. Понял, еле сказал понял. Можете говорить громче? Да. О, супер. Представьтесь, пожалуйста. Я Алиев Марат Исматовагович. Дата рождения? 03.05.94. 03.05.94. Ваша должность, звание? Водитель КамАЗа. Звание сержант. Звание сержант. Город рождения? Республика Дагестан. Город Избербаш. Избербаш, Дагестан. Кто вы по вере? Мусульмане. Мусульмане. Вера в ислам. Да. Вы не против, если я вам показывал, да, что на меня вышел некий человек, который рассказывает вот такую штуку? Добрый день. Да, Владимир, добрый день. Меня зовут Виталий Бородин, руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Тут недавно видео, как ты допрашиваешь наших ребят, военнопленных. Один из ребят сегодня ко мне приедет, кого там допрошу. Вот я хотел тебе пару вопросов тебе задать. Возьми трубку, будет интересный разговор. Ну, вы... Как бы и дальше он пишет. Прочитайте. Вопрос 1. Зачем, когда вы пишете ролики с нашими ребятами под стволами, их держите? Или сначала избиваете, а потом пишете? Зеленский такую установку дает. Сколько вас раз сегодня избили? Ни разу. А вчера? Ни разу. А позавчера? Нет. Сколько вы видели? Сколько вы в плену? 5 дней. 5 дней. Там, где вы содержите, сколько раз вы видели автоматчиков? Ни разу. Вы в плену и не видели автоматчиков? Нет. А что вы видели из оружия? Ничего. Ну как, ничего, вы же сами только что рассказывали перед интервью. Ну, пулемет видел. Пулемет видели. Какой пулемет? Дегтярева. Дегтярева. Где вы его взяли? Охрана показала. Охрана показала, принесла вам, потому что вы не видели его. Попросили, да? Да. Вы не против, если мы наберем этого Виталия? Нет. Спасибо. Так, у нас тут небольшой подготовительный момент будет. Мы должны, чтобы у нас чистота эксперимента завершилась нормально, мы это подснимем. Хотя зачем, если я буду снимать? Алло, Да, добрый. добрый. Меня Дмитрий звать.
Я Виталий звоню. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот. Вы когда наших ребят записываете, зачем вы их сначала избиваете, а потом подставляете видео? Давать интервью вам. Виталий, мы с какого момента перешли на «ты»? Вот мы как-то... Да, слушай, я спокойно к этому отношусь. Может, на «ты» называть, я как-то... С какого момента... Да пусть там девушка не парится, возьмете потом полную запись, красивую, с видео. Все будет хорошо. Спалилась. Не получилось. Да, так давайте поговорим на тему автоматов. Вот смотри, вот сейчас ко мне приедут ребята там в ближайшее время. Они сейчас находятся в госпитале. И с ними работают наши особисты, которых сейчас вот последних вот обменяли. Угу. Один из них, я лично занимался им, чтобы сюда его обратно вернуть. Вы там назвали родственникам, твой коллега, твой друг звонил родственникам, как бы там, и ставил ряд условий. Не буду говорить про кого, потому что как бы у этих ребят потом могут возникнуть проблемы. Потому что вы им создаете такие условия, вы их сажаете под интервью, берете у них интервью, а потом, когда их сюда возвращают, соответственно, наши службы как бы проводят как бы проверки по поводу. И вот один из парней, вот, как бы его родственники говорят, что вы дали сначала, извини, матом скажу, а потом посадили под камеру. Как бы. Я считаю, что это неправильно. Я тоже считаю, что это неправильно, но чтобы у нас был корректный разговор, назовите фамилию этого человека. Не буду называть по одной причине, потому что сейчас на данный момент идет проверка по вашему видео. Тогда можно сказать тоже своим... У меня такой вопрос. А для чего вообще делаете? Объясни, как бы, вот вы их записываете для чего? Для чего? А вы можете сами подумать и ответить на вопрос, для чего? Ну, вот ваша версия. Ваша версия, для чего мы это делаем? Нет, я вас спрашиваю, для чего вы записываете? Вот вопрос. Для чего? Ну, у меня есть ответ на этот вопрос. Ну, как бы... Ответить? А зачем? У нас получается не совсем корректная беседа, потому что вы говорите, что кому-то там дают пи***, и не говорите, кто этот человек. То есть вы хотите сказать, что вы сажаете наших ребят, там, они спокойно, добровольно садятся, с вами общаются, рассказывают, что их как бы кто-то куда-то там увез, там, кинул там на какие-то передовые позиции там, и заставил вообще идти служить куда-то. То есть вы считаете, как бы вот нормальный человек, который там добровольно пошел, грубо говоря, в армию, будет рассказывать вот такие вещи? Вы думаете, это невозможно? А вы обратили внимание, вот я сейчас специально видео ваше, вот, которое ваше задержанное, Да. никто им никакие наводящие вопросы никогда не задает. Смотрите, а давайте мы сделаем очень прикольную историю, чтобы вы потом не говорили, что кому-то дают ты, как вы говорите. Здравствуйте. Да, привет. Представьтесь, пожалуйста, у нас такая будет беседа очень интересная. С вами хочет поговорить, я так думаю, сотрудник ФСБ. Я Алиев Марат Исматулагович. Как зовут? Я Алиев Марат Исматулагович, 03.05.94 год. Марат, скажи, пожалуйста, тебя избивают там в отношении тебя, применяют физическую силу? Нет? К тебе относятся нормально там? Да? Ну, в принципе, можно камеру от него убрать. Не, Я могу сейчас. не, давайте, подождите. Марат, расскажите, почему мы вчера с вами не записали интервью? Не было интернета. Да, потому что вы бомбите мирные города и поломали везде интернет. Марат, вы добровольно сюда пришли побеседовать со мной? Да? Вас кто-то заставлял? Нет. Почему вы отвечаете так, как надо мне, а не так, как надо ему? Как отвечать? Отвечайте как есть. Потому что вы сейчас отвечаете правду, а его эти ответы не устраивают. Послушай, я разговариваю с вами, а не с Маратом. Мне интересно поговорить с вами.
Вы, например, спросите его, сколько он видел автоматчиков. Вы же написали конкретный список вопросов, которые вас интересуют. Марат, сколько вы видели автоматчиков? Он знал про то, что в беседе будете участвовать вы. Он это знал. Что, я? Да. Я знал. Он знал. Я ему сказал. Да, я его спросил разрешения. Вы не против, если мы позвоним вот этому Виталию, который обвиняет нас в каких-то пытках военнопленных? Он сказал, не против. Марат. Слушай, ну вот этот цирк зачем устроить? Зачем вообще этого парня, пацана, посадили сюда? Опять какие-то провокации устроить? Для чего? Смотрите, потому что это не провокация и это не цирк. Мы сейчас дальше будем брать у него интервью. Если вы хотите поприсутствовать, у меня телефон заряжен, интернет починили. Вы можете полностью потратить там 40 минут времени и услышите, как он будет отвечать на наводящие вопросы, которые... Вот, у нас интервью, вы же видели, да? По часу, там, по 1,5 часа. Они вообще никому это интервью не нужны, абсолютно. Ну, хорошо. Вы думаете, что на ваше интервью есть какие-то реакции? Ну, нету и хорошо. Ну, в чем проблема? Ну, как бы это такое, вы записываете для себя, я так понимаю, интервью. Я просто хочу поговорить с вами, а не с Маратом. Марат, откуда, скажи, пожалуйста, сам. Республика Дагестан, город Избербаш. Салам алейкум, брат. Держись. Ва алейкум салам. Все нормально, рядом, как говорится, и все будет хорошо, не переживай. Иншаллах. Если есть возможность, передай родственникам, как говорится, сейчас вот в любом случае увидеть там, что ты хочешь сказать, как бы передай. Ну, брат, держись, мы рядом с тобой, не переживай. В любом случае будешь дома и даже не обсуждается. Иншаллах. Я вам предлагаю принять участие. Потратьте, пожалуйста, 30 минут времени и примите. Вы можете молчать, хотите сами провести беседу? Вот проведите сами беседу. Вы же понимаете, смотрите. Я вижу, что наш парень, как говорится, вы сидите там 10 человек, там, послушайте. Ну, давайте сделаем так. Вот представь картину такую следующую. Мы вас ловим, вот наши военные вас поймают. И что вы будете говорить потом, вот, допустим? Вот вас так посадят 10 человек, окружат с камерами, там, с автоматами, блядь. И что вы будете говорить? Вопрос. Виталий. Вот представьте, вы сейчас, представьте, что вы сидите на месте нашего парня. Вот как бы вы себя вели? Виталий, ваш выход. Сколько вы видели автоматчиков за последних 5 дней? Марат, извините, пожалуйста, Марат. Ни одного. Ни одного? Нет. Почему? Нет, он сам по себе такой пришел, шел по улице, сам по себе пришел. Нет. Я хочу с вами сделать интервью, да? Смотрите, вы сейчас находитесь в интересной ситуации. Вам дается эксклюзивная возможность поговорить с военнопленным, узнать все, что вы хотите. Я могу выйти из кадра, вы с ним будете беседовать. И у вас получается вилка, двойная ситуация. Отказать будет некрасиво, потому что вас никто не поймет, потому что происходит запись. Как это типа не поговорил со своим. А второе, наверное, будет какая-то неудобная правда. Марат, как вы попали в плен? Расскажите, пожалуйста, эту ситуацию, эту историю. Ехал на КамАЗе водителем. Это в какой области было? Луганская область. Луганская область. Какого числа? 24-го. 24. Да, расскажите вот последний день ваш. 24 октября. 24 октября утром поехал, заправился. Ехал обратно в село, где мы стояли. В итоге на КПП остановили нас. Думали, ЧВКшники. Оказалось, что это... На каком КПП? Не помню город. Нет, так а как вы там оказались? Или вы не туда поехали? Мы туда поехали, просто это село взяли утром, оказывается. А, вы за время Мы рано поменялось. утром уехали оттуда. Да, а потом, пока заправились, пока свои дела сделали, в обед уже это село уже было не наше. Ну, как нам сказали. А что вам не сообщили по рациям? Что? Мы не доехали до туда. Нет, имеется в виду,
село стало не ваше. Вам должны были сообщить новую обстановку, и вы не должны были туда ехать. Так мы не доехали до села, мы не знаем, там были наши, не были наши. Нас по дороге просто остановили, мы думали, ЧВКшники наши. Все, мы говорим свои, они говорят, все, свои. И все, начали стрелять по КамАЗу, легли мы. Ну, я слазить с КамАЗа, ну, поговорить, что мы свои, что это. И он подумал, наверное, что я за автомат потянулся или что, начал стрелять по КамАЗу. Мы легли на пол. Сколько вас человек было? 3. В плен взяли сколько человек? 3. Все 3 здесь. Да. Мы можем сделать еще интереснее. Я сейчас выйду из кадра, а вы поговорите с ним. А потом я попрошу, приведут 2 и 3. Они же не были на интервью еще? Нет. И мы узнаем, говорит ли он правду или нет. И у вас сейчас вот та вот ситуация такая двойная, потому что я записывают экран, и вам как представителю Рашки надо с ним поговорить. Я выхожу из кадра. А потом мы поговорим с вами, если вы не против. Марат, Я. Там звонила ваша мать, мы потом перезвоним. как отношения, брат, вообще в целом, как к этому относишься? Нормально, все хорошо. Держись, нормально все, не переживай, все будет хорошо. В любом случае, как говорится, добьемся того, чтобы ты был обратно дома, не переживай, мы рядом. И, как говорится, будем поддерживать. Спасибо большое. Я сейчас не буду вопросы задавать, откуда ты конкретно родом, потому что все записывается, как бы я имею в виду, с какого там района, села, как бы. А он назвал уже населенный пункт, назовите, это одно из условий. Смотрите, просто для него попасть на интервью – это шанс быть обмененным. И он это понимает, поэтому они к нам идут добровольно. Да пусть девушка не это, я скину вам запись со всеми вставками от полного лица. Дмитрий, возьми телефон, пожалуйста, я хочу пообщаться с тобой. Ты как-то сделал неправильно, мы с тобой договорились, что мы будем с тобой общаться. Мы начали общаться, смотрите, мы начали общаться, вы стали меня сразу обвинять в том, что их пытают и их бьют. Я просто знаю, что это не так. И вы бы мне не поверили, потому что вы называете... Послушай, у нас сейчас разная ситуация, ты находишься там, и ребята с тобой находятся там. Соответственно, как бы, я думаю, что там рядом с тобой вооруженные люди, наверное, находятся 100%. Эти ребята... Марат, есть вооруженные люди? Послушай, ну давай, слушай. Смотрите, давайте сделаем вот так вот. Я вам показываю, где я нахожусь. Здесь, безусловно, есть один человек, конвоир. Конечно. И там еще люди стоят. Хорошо, пусть стоят. Суть не в этом. Я просто тому, что зачем вы вот это делаете, для чего, объясняю. Для чего делаем что, интервью? Ну, конечно, вот эти записи, ребят. Мы делаем интервью, потому что Марат – это наш враг. Вы с этим согласны? Марат враг? Ну, он оккупант, он пришел на территорию Украины убивать наших людей. Он пришел убивать украинцев. Он ездил по Украине с автоматом. Я тут как-то говорю неправильно что-то? Марат – представитель оккупационных войск. Мы записываем своего врага. По Женевской конвенции имеем на это полное право. Он добровольно дает согласие на запись и публикацию этого интервью. Понятно, все ясно. Так а что не так? А ты обратил внимание, мы кого-то через вас пишем, нет, записываем, выкладываем в социальные сети и просим дискредитировать органы власти ваши, там, вплоть до вашего Зеленского и всех остальных. Да при чем тут наш Зеленский и все остальные? Разница, знаете, в чем будет в этих интервью? В том, что наши люди, наши защитники нашей стороны, которые у вас в плену, они защитники и были у себя дома и ни на кого не нападали. И им что-либо предъявить или спросить, ну, вы не сможете. Я видел эти нарезки, которые делались выборочные с нашими пленными. Вы думаете, я не видел этого? Видел. Но это же не живая беседа. Это не видно... У меня у тебя такой вопрос. А почему ты вот 14-15 год, где-то был 16 год, когда в ДНР убивали детей Донбасса? Вы хотите поговорить на тему ДНР?
Я тебе к тому, что я прошу, почему ты об этом не снимал и об этом не говорил? Посмотрите у нас на канале ролик. Называется «8 лет бомбили Бомбас». Он так и называется. 8 лет. У нас на канале он тоже набрал много просмотров, где показано, как РФ входила на территорию Донбасса. Кто обстреливал, кто стрелял. Там документальная хроника. Многие, кто смотрят, у них переворачиваются взгляды, мысли. Кто такой Моторола, кто такой Стрелков, что такое русская весна. Это все там разложено, я не хочу вступать в полуторачасовую беседу и полемику, которая не приведет ни к чему. Ну, то есть про детей ты не хочешь ничего сказать, да? Давайте поговорим про детей. О каких детях идет речь? Ну, ты не знаешь, что там есть памятник про детей, которых убили, аллея Бронегора? Помните в Мариуполе театр, где было написано большими буквами «Дети», и ваши фашисты сбросили туда фугас? И 300 человек сразу, детей. Так, Я что-то такое впервые слышу, честно. видите, у вас просто там, где неудобно, вы это не слышите и надо разобраться. Вам кинуть ссылку? Ну, присылай, посмотрю, обязательно присылай. Пришлю. Ну, конечно. Даже интересно, какие... Смотрите, правда, вы говорите. у нас основная тема вашего, ну, такого диалога ко мне, это почему военнопленные под дулами автоматом, под пытками дают интервью. Посмотри, вопрос такой вот. Ну, ты считаешь, что люди, вот, которых вы там, ребят, сажаете наших, то есть, как бы, понятно, что сейчас, на данный момент, вот, ребят, которые рядом сидят, они, конечно, скажут все, что угодно. Послушай, и убийство Кеннеди признаются, поверь мне. Но вот если тебя наши завтра военные поймут, Сейчас генератор. Эх, так, интернет. Ну да. Молчим. Ждем. Вы признаетесь в убийстве Кеннеди? Марат? Может, это были вы? Никак не. Как это нет? Я говорю, дай 0,100. Говорю, ваша мать звонила, сейчас восстановится интернет, вы с ней поговорите. Вот такое у вас, короче, интервью получилось. Не знаю, прикольно или нет, но... Все нормально? Да. Почему он врет? Не знаю. Давайте поговорим, пока восстанавливается связь. Давайте поговорим на эту тему. Он врет? Я не знаю, кто это. Это человек представился как Виталий Бородин. Вот его фотография. Вот он. Вот он говорит, что вы под дулом автомата с нами разговариваете. Нет, пришел сам. Говорите громче, пожалуйста. Пришел сам. Почему вы сюда пришли? Ну, зачем вы сюда пришли? Зачем вам это надо? Давайте мы вот ответим этому товарищу Бородину. Попасть Да в списки. расслабьтесь, вы будете воду? Дать воды Не, попить? не, спасибо. Попасть в списки. Попасть в списки, вот, связь восстановилась. Прическа. Не берет. Попасть в списки, ну, как бы мы же
10 раз говорили о том, что списки формируют военные, которые за это отвечают, а это интервью, по сути, помогает, чтобы там вас увидели, что вы жив-здоров, и вас можно забирать. Да. Вот цель этих интервью. Почему этот человек не понимает? Мы как бы не понимаем, почему он не понимает. Почему он не может поверить, что вас не держат под дулом автомата? Почему он в это не может поверить? Не знаю. Давайте предположим, почему так? У каждого свое мышление, я не знаю, почему это. Потому что у вас так работает. То есть, по сути, когда он говорит о том, что вы под дулом автоматов, это он подтверждает то, что наши находятся под дулом автоматов. Утверждая, что вас пытали, он доказывает то, что наших там пытают. Согласны? Потому что у него по-другому в голове, то есть у него другого варианта быть не может. Не берет трубку товарищ ФСБшник или как там его, Виталий. Что-то набирает. Когда человек не знает, что есть другие варианты, у него в голове складывается только один вариант. Понимаете, про что я говорю? Да. То есть у него других версий, вариантов в принципе не может быть. И это не есть правильно. То есть, утверждая эти факты, он по сути утверждает то, что так и есть. У него даже в голове не может возникнуть вариант того, что вы действительно пришли сюда добровольно. Действительно, что вас в плену не пытают. Сколько вас кормили сегодня? Вас кормили сегодня? Нет. Нет? А что? Еще нет. Еще не было? Он там что-то набирает. Давайте позвоним вашей... Она звонила уже 3 раза. Добрый. Здравствуйте. Да, добрый. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Ваш сын в плену, он находится рядом со мной. Мы сейчас у него пробовали взять интервью, берем интервью. Вы с ним будете разговаривать? Если можно. Можно. Я вас должен уведомить, что разговор будет записан и опубликован. Вас это устраивает? Я надеюсь, во вред ничему не пойдет. Вообще нет. То есть я вынужден вас спросить, потому что у нас правовое государство. Если человек не хочет быть опубликован и записан, то мы закончим разговор этот. Что мой сын говорит? Да вы с ним поговорите сами, если хотите. Будете говорить? Берите, разговаривайте. Привет, сынок. Привет. Вы дали согласие на запись и публикацию? Сейчас, 2 секундочки, Нет, можно? нет. Вы или даете согласие, или не даете. Через 2 секундочки так не работает. Что говорит мой сын? Он будет говорить со мной? Да. Имеется в виду, он добро дает мне? Он 2 дня хочет с вами поговорить, просто вчера не было интернета. Сегодня он тоже пришел. Просто мне сказали не разговаривать, поэтому быть осторожным. Вы меня тоже поймите, пожалуйста. А кто вам сказал не разговаривать с собственным сыном? Как это работает? Нет. Имеется в виду, чтобы запись не велась, это чтобы во вред нам не пошло. Вы, надеюсь, вы меня понимаете, да? Не понимаю. Нет. Я не понимаю, потому что это ваш сын. Вы его мать. Вам кто-то угрожает тем, что пойдет разговор сына с матерью во вред? Говорят так, да. Это нормально? Не знаю, я сейчас в ступоре, я не могу понять, что можно сделать, что делать, как. Марат, я задам вопрос от имени матери. Вы будете с матерью разговаривать? Если он не хочет, то нет. Вы слышали, что он сказал? Скажите громче. Но если не Я хочет, хочу... нет. Давайте я буду говорить со своим сыном. Разговор записывается и будет опубликован. Я в шоке, короче. Марат, Я. как там? Да. Все? Скажи, никаких этих нету, чтобы... Все хорошо. Все, поняла. Держись, маме, что теперь делать, а?
Все будет хорошо. Мы... Так, Что такое? Вы положили трубку? Ну, она перезванивает. Вы успокойтесь. Он сейчас попьет водички, потому что... вот он просто мужчина, не может как бы этот самый... Как там условия, как бы этот самый... Не стесняются, ничего, все нормально. Да нормальные условия, их никто не бьет, не мучает, они спят в сухом помещении, у них есть душ, они в отличие от ваших солдат моются в воде, потому что ваши по месяцу бегают и никак не могут найти, где помыться. Они попадают в плен, они... Меня услышьте, у меня нету ваших, наших, мне все дети, вы понимаете меня? Я понимаю, Для вы меня- можете, смотрите, успокойтесь. Он просто, посмотри, там вода должна стоять. Я прошу вас, его успокойте, мы будем делать все. Писать, мы пишем письма и все такое. Мы делаем это все. Я просто боюсь того, чтобы как бы мое какое-то слово не навредило как-то. Ну вот подскажите сами, это будет так вот плохо для нас? Да не будет, вы мать, которая можете поговорить с сыном. У нас цель того, чтобы вы связались и увидели, что он живой и здоровый. Чтобы он вам сам своим языком рассказал, кормят его, бьют, мучают, не мучают. Вот как будет говорить, так и будет. Я же специально ушел. Я хотел покурить. Он расстроился. Ну у него эмоции как бы. Поэтому... Вы успокоились? Да. Во, все, давай. Огонь. Мамуль, не Марате. переживай, все хорошо у меня. Меня убедил этот Дмитрий, сказал, ну, будем делать, будем работать. Мы, правда, поздно об этом узнали. Очень поздно узнали. Жаль, конечно, что так получилось, но что делать? Правда же, держись. Я надеюсь, там все нормально. Все хорошо, Ой, все хорошо. Держись, мать. Всё. Что делать? Ведь испытание ты должен был пройти. Всевышний такое дал тебе. Да, держись. Мы же тут, мы же с тобой. Вон, посмотри, как за тебя беспокоится. Вон, дали возможность поболтать с тобой хотя бы, увидеть себя, что ты уже здоров, понимаешь ты? Я тебя люблю. Все, я тебя тоже. И надеюсь, что мы скоро с тобой увидимся. Шо? Иншалла, давай. Все. Люблю. Давай. Попей воды. Вы довольны? Да. Цель достигнута. Спасибо. 2 дня мы шли к этой цели. И тут еще и свет выключили. Мне же очень интересно поговорить на тему вот этого Виталия, который все пробует доказать, что вас пытают. Почему у вас у всех такое мнение? Не знаю. Давайте чуть-чуть вернемся. Вы служили в какой воинской части? Ну, уже хотя бы, чтобы было какое-то нескомканное интервью, хоть как-то, потому что вот, Виталик этот не берет трубку, не берет, а с ним бы договорить хотелось. В какой воинской части вы служили, в каком городе? 81 989. Ничего не говорит, это в каком городе? Я Воронежская спросил. область, город Богучар. Богучары. Это не там, где был вот это расстрел там, где тренируются? Нет. Это не там, да? Нет. Слово просто знакомое. Служили вы контрактником? Да. Когда вы подписали контракт? В 17 году. В 2017 году. Много людей из части поехало участвовать на войне? Человек 7. Человек 7. Из них были 200-е, 300-е?
Нет. А чем часть занимается? Что это за часть? Отдельная часть. Отдельный противотанковый дивизион. Это у вас танков много, да? Нет, гусянок много. МТОБ. А, противотанковый. Да. Это вы что делаете? Ну, дивизион ваш. С ракет стреляем. Стреляете с ракет по танкам. Да. Техники много в части уехало на войну? 2 единицы. А остальное? Нет. Все на месте? Да. Много там ее? Ну, 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 10, да. 20, 50, 100. Я же не знаю. 100 штук. где-то половина. Половина уехала. Да. Нет, где-то 50. 50 штук. Да. Еще 50 есть в воинской части. Нет, уехали пару штук. Остались где-то 50. 50 осталось. Вся на ходу, вся ездит. Да. Понятно. Значит, нашим военным есть еще над чем работать. Как вы оказались на Украине? Почему вас отправили? Отправили на КамАЗе. На КамАЗе. Когда вас отправили? 16 октября. 16 октября. А в плен вы попали 24 числа. Да. Это типа 10 дней вы повоевали. Много. Как оказалось, достаточно. Вас готовили к тому, что вы будете? Вы были водителем, что вы везли и откуда и куда? Что так получилось? Продукты, одеяло теплое. Вы поехали на одну базу, загрузились, ехали назад, но там уже были наши. Правильно? Да. Понятно. Ну, как бы вы за 10 дней-то, по сути, ничего глобального и не увидели, наверное. Или видели войну как таковую? Убитых? Нет. Не видели. Нет. Из-за руля не вылазили. Да. Кому нужна эта вся война? Не знаю. Вам нужна? Нет. Вам не нужна. У вас вы ехали сюда за деньгами, получается? Сколько вам сказали? 200. Вы рядовой сержантский состав. Ну, где-то 220 тысяч у вас должно было выходить. 2 оклада плюс боевые. Ну, не знаю, ни разу еще не проходило. Поэтому... Ну, сколько говорили должно быть? Ну, не знаю, я не за деньгами приехал. Сказали поехать, отвезти, приехать. Я сел, поехал. Не. Ну, когда еще в части? А сколько приходят люди? Да. Не могу точно сказать. Ну, Да не надо где-то точно. в районе 200, наверное. 200 приходит. Ну, и вы сюда поехали за бабками. Убивать другой народ. Убедите меня, что это было не так. Или вы ехали защищать детей Донбасса, как вот там Виталий накидывал. Нет. Поставили задачу отвезти. Понял, за деньги. Ну, как бы категория за деньги, потому что тот, кто не хочет ехать, он отказывается и не едет. Разрывает контракт и не едет. Или находит причину, которая позволяет ему не ехать. Согласны? Да. Ну, как бы. Так. Можете, если хотите, обратиться к согражданам? Надо сюда идти, не надо сюда идти. Да у каждого голова на плечах есть. Идите, умирайте. Слова Марата. Ну, Нет, правильно? Нет, Как? Ну, вы же только что сказали. Нет, я имею в виду, что каждый отвечает за свою жизнь. И кто-то понимает, просто кто-то рано понимает это, кто-то поздно. Вы понимаете, что вам повезло? Да. А что, какой еще был вариант? Печально. Печально. Выключай. Проблема в том, что я в начале интервью не зря спросил Марата, кто он по вере. Он мусульманин. У них с ложью очень по вере, да? Лгать нельзя. Поэтому товарищ Виталий
Вот такая у нас история получилась. Не знаю, может быть интересно, может не интересно, но интервью получилось скомканное, поговорить о каких-то высоких материях не получилось, но получилось как получилось. Тоши,